Спорим, при просмотре Аркейн ты плакал как маленькая девочка. Ну или плакала, потому что ты и есть маленькая девочка. Ну а если из твоих глазок ни одной слезинки не вылезло, то признайся, хотя бы чуть-чуть что-то сжалось где-то в груди. А если нет, то, по-моему, ты черствый хлебушек. Самое эмоциональное действие происходит в конце 3-й серии и в конце 9-й. Первый акт и последний, где мы наблюдаем смерти персонажей, которые успели нам полюбиться. Вот Джинкс говорит Вай, выбор за тобой, на какой стул мне сесть. И мы видим стул с надписью Powder и стул с надписью Джинкс. В итоге Джинкс выбирает стул с надписью Джинкс. Так какого хера она выбрала именно этот стул? Вот Виктор бежит за кораблем, не можете его догнать, а вот Виктор бежит в другую сторону и перегоняет корабль. Вот Джейс занимается любовью, и часть его ДНК проникает в тело советницы Медарды Мел, и в этот же момент часть ДНК Виктора проникает в Хекстек ядро. Интересная аналогия, не так ли? Вот Джейс хочет спрыгнуть, покончив жизнь самоубийством, а вот Виктор хочет сделать то же самое. И в той и другой ситуации парни спасают друг другу жизнь, и весь сезон пропитан такими моментами. Аркейн — это самый мощный анимационный сериал, который выходил за последние годы. Я посмотрел все творения уже много раз, от первой до последней серии. На ютубе до хера роликов, в которых его расхваливают и обсасывают каждую деталь. Почему он такой классный и за что мы его любим? Мне пора уже делать видео не только по Аркейн, поэтому постараюсь, чтобы это было финальное пока что. Так что можете называть это видео-эссе по Аркейн. Я выжму с этого все соки, так что берите чего-то вкусного и все это запить. С вами Неми, поехали! Итак, Аркейн. Я показывал его многим своим знакомым, они мне говорили: чувак, зачем ты пытаешься мне впарить это? Я вообще не люблю аниме. А я им отвечал: чувак, это не аниме. Чувак, это рэпчик. Это анимационный шедевр. В итоге все они посмотрели и признали, что, знаешь, таки да, это реально очень прикольно. Есть люди, которые хотят понять Аркейн еще больше. Смотреть видео про любимый сериал — это отдельное удовольствие. Разделю-ка я все это дело на главы, и начнем мы с Джинкс. Загадка двух стульев Джинкс. Во-первых, если вам не сложно, подпишитесь на канал и поставьте лайк, я вам буду очень благодарен. Вот почему Джинкс выбрала стул Джинкс. Она просто все не так поняла. Как и в самом начале, она не поняла, что не спасает друзей, а делает только хуже. Она не поняла, что Вай не променял ее на Кейтлин. Она не поняла, что Силка был виновником всего. Она ничего не поняла. А точнее, все поняла, но неправильно, через призму своего восприятия. Игра со стульями — это внутренняя борьба девушки. На какой стул она сядет, таким человеком по итогу и будет. Стулья в этой ситуации — это решение, жизненный путь. Может показаться, что Джинкс стала безумной после 3-й серии, но Джинкс уже изначально была предрасположена к психическим расстройствам. Сезон открывает сцена, где маленький ребенок видит все ужасы войны и смерти людей. Чтобы отвлечься от этого, она поет песенку. Уже с первых минут сериала нам дают понять, что у этой девочки начали появляться внутренние демоны, которые с возраста будут только сильнее. Все, что с ней происходило, это ее растяпность и попадание в неподходящие моменты. Она просто появлялась в ненужном месте в ненужное время. Паудер боится прыгнуть вниз, и вся компания ее ждет. Недовольный Майло снова дает понять, что она — это якорь их тусовки. Паудер роняет Хекстек, что приводит к взрыву в районе Пилтовера, и это ее растяпность. Паудер подслушивает, как Майло ее критикует, а Вай соглашается, и не дослушав, делает неправильные выводы, уходит. Паудер почти палит всю компанию, но в последний момент миротворец уходит. Еще бы несколько секунд и все. Паудер попросили остаться дома, но она не слушает, берет Хекстек и идет спасать друзей. В момент, когда друзья уже почти выбрались, она их всех взрывает к чертовой матери, при этом думая, что она всех спасла. Она — это ходячая беда, которая всеми силами хотела быть полезной, но у нее ничего не получалось. Вот наша девочка попадает под покровительство убийцы своего приемного отца, и теперь она точно хочет быть полезной. Девочка вырастает, учится жить в банде с головорезами, которые окружают ее нового отца, и ей удается избавиться от растяпности. Теперь Паудер берет имя Джинкс. Она становится ловкой боевой девушкой. Взяв новое имя, она как бы перечеркивает все свое прошлое, забив тело татуировками с безмятежными облачками и научившись мастерить полноценные взрывные устройства. Она хочет отомстить верхнему городу за все ее беды. И все бы хорошо, но появляется ее сестра, и снова демоны прошлого начинают ее пожирать. Отголоски Паудера, которая еще не полностью умерла. Джинкс снова делает неправильные выводы, увидев свою сестру с Кейтлин. Она думает, что Вай ее предала и променяла на пилтошку, девушку с верхнего города, которой она хочет сжечь дотла.
Очередное неправильное решение толкает Джинкс на убийство Силка. Ее нового отца, который успел полюбить девочку всем сердцем, и мы видим, что любовь эта была взаимной. Убийство Силка — это последний гвоздь в крышку гроба Паудера. С этого выходит, что вся игра со стульями была просто фарсом, ведь по итогу Джинкс уже знала, на какой стул она сядет. Паудер больше нет. И запуск ракеты в Совет — это фейерверк во имя новой полноценной Джинкс. Эволюция перчаток Vi. Перчатки появляются в самой первой серии. Изначально перчатки — это личное оружие Вандера. Того самого Вандера, который затеял революцию против Верхнего Города. Орудуя железными перчатками, он вышибал жизнь из миротворцев. Но увидев, сколько жертв принесла эта бойня, и подобрав двух маленьких девочек, Vi и Паудера, он бросает свои перчатки на землю, тем самым делая жест доброй воли и отдав победу Пилтоверу. Вандер начинает тренировать Vi и обучать ее лидерству. Vi растет и становится настоящим бойцом. Вандер для нее как отец, которого она любит и уважает всем сердцем. А что перчатки? Они появляются в следующих сериях, когда Vi уже подросла, и эти перчатки висят в баре как напоминание о былых временах. Перчатки Вандера для Vi символ уважения и желаемый приз, ведь если она их получит, то это значит, что она достойна и может доказать Вандеру, что он не зря ее всему научил. И вот третья серия. Vi берет перчатки, чтобы спасти своего отца. Она идет на дело, и ей предстоит экзамен. Сейчас она покажет все, на что способна, все свои боевые навыки, которые она приобрела за эти годы. Она раскидает всех головорезов, доказав, что достойна, но здесь вмешается Паудер. Волей судьбы Vi попадает в тюрьму, где с нее регулярно выбивают дух. Снова драки. Она продолжает закалять свои кулаки, избивая бетонные стены своей камеры. А что перчатки? Гений Хекстека Джейс создает механическое чудо — перчатки для шахтеров. И вот Vi получает эти перчатки. Они ей сразу понравились, ведь это напоминает ей добрые перчатки Вандера. С этим устройством она отправляется бомбить химзавод Силка, злейшего врага, который убил ее отца. После удачного рейда Vi ясно дает понять, что эти перчатки она больше не отдаст. А если отдаст, то только в том случае, если у нее их заберут силой. Vi отправляется в бар, который принадлежал когда-то отцу, и в котором она жила. Финальная драка с Сейвикой, правой рукой Силка. Перчатки повреждены, но все еще на ходу. А ведь это только первая версия разработки Джейса. В будущем ученый наверняка их еще улучшит, а Vi станет хранителем Пилтовера. И каждый раз, надевая перчатки, она будет вспоминать те самые старые перчатки Вандера, с которых все началось. Силка не злодей. Мы уже много раз с вами обсуждали, что в Аркейне нет полностью плохих или полностью хороших персонажей. У каждого своя правда, но в мировоззрении Силка все, кто из высшего города, они плохие. Зажравшиеся, богатые свиньи, которых он ненавидит. Эта же ненависть и передалась в какой-то части Джинкс, ведь Силка стал ей как отец. Он воспитал ее, и, возможно, эта сила его влияния убрала у Паудер неуклюжесть. Для Силка все предельно ясно. Либо мы, либо они. Черные и белые. Нету между тонов. Он свято верит в свою нацию. Нацию Зауна. И это его мечта. Привести свой народ с низов до вершины и плевать какими методами. Он не ставит людей из Пилтовера ни во что. Поэтому даже маленькая дочка офицера полиции для него всего лишь инструмент. Рычаг давления на нужного человека. Со стороны это мерзкий убийца, который идет по головам и вершит преступление. Так оно и есть, но даже самый жуткий монстр может хорошо себя вести с определенными людьми. Если залезть в шкуру Силка, мы испытаем боль от предательства. Схватка с Вандером, который был ему как брат, но чуть не утопил его в химических водах Зауна. Это боль от химикатов, которые проникают в раненый глаз и будто разъедают его сознание. Но он выжил и смог встать на ноги. Вместо родного глаза у Силка теперь протез, в который он регулярно колет дозу наркотиков, чтобы притупить вечную боль. И вот в его жизни появляется Паудер, который он хочет использовать как инструмент в своих целях, но с годами полюбит ее как родную дочь. Мы видим только то, что нам показывают, и под нужным углом. Если смотреть на всю картину целиком, то Силка — это патриот своего Зауна, и человек, который на все готов ради своей дочери. Даже при смерти, получив целую очередь пуль от Джинкс, его последнее послание — «Ты идеальна». В Джинкс он видит свое искупление. Он натворил слишком много дерьма. Осознав это, он приходит к памятнику Вандера и распивает с ним спиртное. Это покаяние и принятие нового себя.
Как Паудер переродился в Джинкс, так и Силка переродился в отца. Почему же он не злодей? Ну, на самом деле, тот еще злодей, но смотря для кого. Для Пилтовера? Да. Для Зауна? Спорно. Ведь он дает работу нищим Зауна на своих химзаводах. Да, сияние убивает и делает наркоманов, но при правильном использовании оно дарует силу. Не Силка виноват, что это вещество, попав на улице, вышло из-под контроля, и им попросту не умеет пользоваться. Силка — это как тот самый директор, которого все не любят, но уважают. Силка — это как Джокер от мира Аркейн. Офигительный злодей, которого таки хочется оправдать. Но в отличие от Джокера, у Силка нет Бэтмена. Его убивает его же Харли Квинн. На самом деле, подобные блоки можно сделать абсолютно по каждому персонажу в Аркейн, даже по второстепенным. Но для меня лично Аркейн держится на 3 китах. Это Джинкс, Вай и Силка. Хочу сказать большое спасибо всем, кто смотрел мои видео по Аркейн и всем, кто досмотрел до этого момента. Еще раз, на всякий случай, напомню вам поставить лайк и подписаться на канал, потому что будет еще много всего интересного. А с вами был Немич, всех обнял и увидимся уже в следующем видео. Также забегайте на стримы, буду очень рад с вами пообщаться. А пока что ухожу. Пока-пока.